Друзья, всем привет! На ваших глазах орхидея, которая 35 дней назад должна была погибнуть, по мнению большого числа скептиков, наблюдавших картину, когда мы ее, корни этой орхидеи, да и вообще целиком всю эту орхидею купали вот в этом вот средстве, в Доместосе. Для тех, кто только подписался на наш канал, хочу пояснить, что мы эту орхидею потрошили из магазинного горшка, из магазинной посадки. У этой орхидеи были сгнившие корни, происходили гнилостные процессы. И я в качестве наглядного примера, что если вдруг дома нет каких-то специальных средств для того, чтобы сделать профилактическую обработку орхидей от гниения, показал, что можно использовать Доместос. В Доместосе содержится вещество, которое выступает очень хорошим, обладает очень хорошими антисептическими свойствами, подавляет микрофлору, бактерии, грибки, те, которые именно и вызывают гниение. И когда проделывали эту процедуру, немало было, еще раз повторюсь, скептиков, которые говорили, что все, орхидеи хана. Но вот сегодня 12 декабря 2022 года, а эту орхидею мы 35 дней назад купали и делали процедуру. 7 ноября было видео на нашем канале, и все видео с этой орхидеей можно посмотреть в плейлисте, который тоже называется у нас Доместос для орхидей, и там все наглядно. Буквально вчера последний комментарий в одном из видео был: как там орхидея после Доместоса, что с ней? Вот, пожалуйста, сегодня смотрим. Но основная тема сегодняшнего видео — это не то, жива ли орхидея после Доместоса или нет. Жива, ничего с ней не случится, и не должно было случиться, ничего плохого. А вот другая тема, которая меня больше всего беспокоит и волнует, это то, что буквально через несколько дней после обработки этой орхидеи Доместосом, когда мы подавили всю микрофлору на основании этой орхидеи, то есть при использовании Доместоса мы уничтожили все. И плохую микрофлору, и в том числе хорошую. И как всегда, как есть такая поговорка: свято место пусто не бывает. И на кристально чистую поверхность основания корней этой орхидеи заселилась, у нас появился белый такой пушок. В одном из предыдущих видео я показывал, ну я еще сейчас крупно покажу все, мы вместе с вами воочию увидим. И появился белый пушок, который начинающих орхоманов, да и не только начинающих орхоманов, а тех, кто и годами уже занимается, всегда настораживает. Потому что мы, обычные любители, цветоводы, мы не обладаем знаниями по грибкам, по плесеням и так далее, по болячкам, по этим всяким микрофлорам. И визуально мы не можем определить, да даже и специалист, изучающий плесень и грибки, да, не может. Это нужно специальное оборудование, микроскопы, там еще что-то такое. У нас этого ничего нету. И, как говорится, чем гадать, хороший ли это плесень или грибок, или это плохой плесень или грибок, лучше, чтобы его вообще не было. И, значит, в прошлом видео мы оставили эту белую плесень, белый пушок, который и на основании, и вокруг вот орхидеи появился, оставили по совету одного из сотрудников компании, производящей мох сфагнум, спрессованный, высушенный, ну точнее добывающий этот мох, и его высушивают, и значит, на мхе иногда вот возникают такие проблемы, что появляется такой белый пушок. И вот, значит, один из сотрудников, производителей такого мха, посоветовал, что, точнее не он, работники, ученые, как бы их специалисты, их компании, посоветовали ничего не делать с этим белым пушком, что через какое-то время он сам по себе проходит, то есть иссыхает, проходит и все такое прочее. Ну вот, друзья, прошло 35 дней после обработки, через там несколько дней появилось, вот еще прошел уже после появления месяц, этот белый пушок
он присутствует, и вы сейчас это увидите. И вот, ну, орхидея в целом, конечно, себя хорошо чувствует, даже после процедур у нее не потерян тургор, то есть она нормальна. Единственное, что меня тоже вот такой не очень хороший момент, то что на верхней почке она пытается раскуклить, и все бы было хорошо, если бы появилась детка на этой почке, да. Но, к сожалению, температурный режим в этом помещении не позволяет появлению деток, а лишь только появлению цветоносов. И вот из этой почки полез цветонос. Поэтому сегодня я, конечно же, обчекрыжу вместе с вами вот этот цветонос, чтобы орхидея не тратила силы, выживая на рост нового цветоноса. Мне нужно, чтобы орхидея начала выпускать корни. А для того, чтобы она начала выпускать корни, мне нужно периодически увлажнять вот этот мох. Я этого сейчас не делаю, потому что у нас вот этот вот белый пушок появился, и я не могу знать, я не специалист, и ровно счетом, как и большинство подавляющее из вас, если не все, тоже не могут знать, насколько хорош или не хорош этот белый пушок. Тем более, что в прошлом видео немало было комментариев архаманов, которые поделились своей встречей, точнее результатами встречи их орхидей вот с таким вот белым пушком, что все орхидеи, у которых подобная ситуация была, покрывалась белым пушком. И люди хотели там подождать, посмотреть. В общем, у всех орхидей произошел летальный исход. Поэтому мы сегодня, друзья, с вами ждать не будем. Мы сегодня обработаем эту орхидею, как это я всегда делаю при появлении вот таких вот моментов неприятных. Чем обрабатываю, как обрабатываю, я уже, конечно, показывал, но сегодня я еще раз покажу. Для этого сейчас камеру переключим и проделаем полностью процедуру, избавим нашу орхидею от этого пушка и перейдем к плановому наращиванию корней этой орхидеи, который называется Ice Whisper. Кто не помнит, это ледяное дыхание каких-то там, точнее шепот, Ice Whisper, шепот ледяных губ, вот что-то такое, так это переводится. Это биглип, роскошно обалденный белоснежный биглипчик, и не хотелось бы, чтобы у него в дальнейшем были проблемы. Ну что, поехали. Так, ну что, посмотрим поближе. Итак, если внимательно посмотреть, приглядевшись, ну я думаю, что вам видно, что у орхидеи вот здесь вот на поверхности, ну, заметен этот пушок. Вот, вот такой, знаете, вот он, такой, знаете, такие волосики тоненькие, знаете, паутинки. Вот, как и, видите, вот он. Вот. Я не знаю, видно вам, не видно. Я его вот прям собираю на кончик палочки. Но нет, не получается. Ну, в общем, вот я его в сторону убираю, и сразу изображение четким становится. А так вот смотришь на поверхность, как будто какая-то дымка, туман, что ли. В общем, друзья, не знаю, не будем дальше ждать, когда это все само собой пройдет. Лучше мы от этого избавимся. Так, ну, для начала я хочу срезать, как и сказал, вот этот цветонос, который проклюнулся, чтобы орхидея не отвлекалась, а продолжила наращивать корни. Надрежу я над другой живой почкой. Почему я не срежу весь этот цветонос, друзья? Потому что в одном из предыдущих видео я говорил, что цветоносик нам еще может понадобиться для того, что когда орхидея начнет отращивать корешки, что этот цветоносик может выступить палочкой для поддержки при пересадке орхидеи, чтобы за палочку вот эту вот, точнее за цветонос у нас палочка прищепочками держала, и орхидея устойчиво была в горшке при пересадке. В общем, пока я, оставляю этот цветонос для будущего. Его всегда можно обрезать в любой момент, поэтому... Но не нарастишь, обрезав не нарастишь. Вот, кстати, видно, вон, видите, этот пушок вот с этого ракурса, вон он, вот здесь вот.
Я не знаю, камера передает, но вот глазом я очень хорошо вижу. В общем, друзья, сейчас я хочу обработать эту орхидею методом опрыскивания, опрыскать ее уже проверенным средством. Это, друзья, триходерма. Вот такое вот средство. Уже на канале мы не раз его применяли, использовали вот в подобных ситуациях. Плюс триходермы я периодически обрабатываю орхидеи, которые растут у меня в органических, именно в органических грунтах, в первую очередь в мхе. Есть у меня орхидея, которая уже почти 4 года растет в мхе, я его показывал, мини Red Lip. И вот как в качестве примера, сколько уже 4 года живет мох, не покрывается особо ничем, орхидея себя прекрасно чувствует. Это вот благодаря тому, что периодически я обрабатываю триходермой. Значит, у меня пол-литра воды. На пол-литра вообще по инструкции, значит, написано, что триходерму надо 15 грамм на 5 литров воды для вот опрыскивания, для замачивания. У меня пол-литра воды набрано. Воду я набрал теплую из, значит, отфильтрованная вода, и не просто отфильтрованная, а через обратный осмос я ее прогнал. То есть здесь сейчас эта вода почти как дистиллированная, то есть она очень-очень чистая. Для чего? Для того, чтобы триходерма, которая присутствует вот в сухом виде, очень, в такой воде чувствовала себя хорошо и быстро развивалась и подавляла всю патогенную среду, которая вот у нас тут образовалась на стерильной поверхности после обработки доместосом. Так, ну у меня, значит, не 5 литров, а 500 миллилитров как раз вот на такой опрыскиватель. Для этого я сюда 1,5-2 грамма насыплю триходермы. Вообще, конечно, лучше всего триходерму перед использованием растворять за часа 2 перед обработкой, чтобы часа 2 раствор, размешанный в воде, простоял, чтобы, как говорится, запустилась, ожили споры триходермы этого грибка. Вот. Но у нас такого времени нету на видео. Я, конечно, сейчас вместе с вами обработаю, а потом просто часа через 2, 3, 4 я просто повторно еще раз опрыскаю орхидею, обработаю. Ну и все. Так, ну что, давайте. Вот такой вот у меня мерный стаканчик. Я уже говорил, что на сухих порошках этот стаканчик мерный от удобрений жидких, он идентичен, его граммовка идентична, точнее, его миллиграммы идентичны граммам. В одном из предыдущих видео я уже рассказывал, что деление мы уже сыпали с вами 5 грамм порошка. И я говорил, что 5 грамм порошка идентичный 5 миллиграммам вот этому делению. Здесь у меня есть деление вот 2,5. Вот сейчас я постараюсь чуть меньше этих 2,5 грамм насыпать триходермы. Ну вот где-то это, наверное. Но в любом случае, друзья, даже если и переборщить, ничего плохого не должно произойти. Ну вот, видите, триходерма имеет вот такой вот серовато-зеленоватый цвет. Здесь действительно присутствует сахар. Сахар — это, друзья, сладкая среда. Это как основа для жизнедеятельности этой триходермы. Так, ну вот вроде бы у нас здесь еще чуть-чуть можно подсыпать. Сейчас я еще чуть-чуть, друзья. Много не мало, поэтому... Вот. Ну и плюс эффект дает, конечно же, сам сахар для растения. Опа, все, вот, насыпали мы. Сейчас я размешаю. И вот после того, как размешаем, нужно, чтобы триходерма постояла хотя бы часа 2. Этого, конечно, нету в инструкции на этом пакетике, но подобную рекомендацию давали люди, которые занимаются триходермой, которые понимают, как она работает. И вот, собственно говоря, давали такие рекомендации. Поэтому можно, конечно, и не ждать. Но вот я сейчас обработаю
сразу, и потом еще постоит у меня вот этот вот опрыскиватель часа 2-3, и я как раз подсохнет поверхность, я потом второй раз еще раз обработаю. Так, ну вот так вот мы размешали. Можно, значит, триходермой замочить. Ну, прям взять и полностью замочить орхидею, грунт, в котором она стоит, минут на 15-20. Вот, но я сейчас в этом видео это опрыскаю, то есть полностью опрыскаю, смочу вот этот вот мох сфагнум. Кстати, у нас есть видео на канале, где мы триходерму прекрасно применяем в подобных ситуациях, когда у нас мох сфагнум покрывался после пересадки орхидеи в чистый мох, покрывался вот в таких карманах, пазухах, на поверхности, вот точно такой же белой плесенью, белым грибком, белой плесенью. И после однократной обработки у нас все это дело прям вот проходила на глазах. Так, ну все, вот так вот мы ее чуть-чуть осталось. Так, есть у меня, она у меня стояла, орхидея, вот в этой емкости, на дне еще вода. Ну и вот так вот, друзья, мы ее опрыскиваем. Сейчас я прогоню. Вот. Прям все. Вот это вот я все полностью замачиваю. Всю ее. И саму орхидею со всех сторон опрыскиваем. Ну и самое главное, это, конечно же, вот именно все те места, где у нас, вон видите, кстати, чтобы было понятно, капельки застряли, вот повисли вот на этой вот, на этих волосинках. Вот я их сейчас, видите, капельки, вон они, вон там, вон они, в темноте, видите? Вот я их все убираю, там прям, вот. И опрыскиваем со всех сторон. И с этой стороны, вот они, смотрите. Смотрите, как. Сейчас я вам увеличу, и вы увидите. На них как раз вода попала. Вот она, видите? Вот она. Вот они. Вот он, пушок этот. Это его сейчас хорошо видно. Вот. Я его палочкой сейчас вот так. Вон там он тоже, смотрите как. Вон он. Поэтому гадать мы не будем и ждать, когда он пройдет по рекомендации этих сотрудников, производящих. А все вот это вот мы запрыскаем триходермой и так. Этого должно быть достаточно. Ну, а тем, кто хочет понадежнее, то можно замочить. Прям замочить на 15-20 минут. И все. Потом достать все это, чтобы просохло. Вот так вот. Все, друзья. Вот такая вот у нас орхидея. И вот такая несложная процедура триходермой. Будем наблюдать. Сегодня у нас 12 декабря 2022 года. И посмотрим, что с этой орхидеей у нас будет дальше. Все, друзья. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Ну а все видео про эту орхидею у нас будут собраны
в плейлисте, который так и называется, Доместос для орхидей.